Привет, привет. Думаю, показывать вам не показывать, но это моя мантрё, которая никак не угомонится, и все растит и растит цветоносы. Доращивает и доращивает, а я хочу ее пересадить. Это посадка от садовника, который уже, наверное, ну, точно года 4, а может и 5. Представляете, почему я ее купила? Я вам сейчас покажу. Кто давно на канале помнит, знает. Я на Толбухина. В Одессе есть садовый центр на Толбухина. И, в общем-то, я там увидела вот эту орхидею. Даже не знала, что это мантрё. У нее один цветонос был пилоричный, а второй цветонос был со стандартными цветочками. Ну, я думаю, ну чего не взять? И цена была там, наверное, я не помню уже точно, но где-то в районе 300 гривен, может быть, 300 с чем-то. Ну, думаю, ну чего не взять? Ну почему не полюбоваться таким интересным вариантом цветения, такой, знаете, интересностью, когда у тебя, вот я считаю, интересно, когда у тебя на одном растении несколько вариантов цветения, а их больше двух, потому что еще есть вот такой вариант. Видите? Ну, интересно наблюдать. И эта орхидея оказалась очень стойкая. И она без конца цветет. И доращивает, и доращивает. Здесь был цветонос от садовника. Давным-давно срезан. Один и второй. Вот видите, вон там второй пенечек. А это уже мои цветоносы. Но они, как вы видите, с одной стороны идут. И посмотрите. Многие говорят, что с одной стороны, например, слева пилорики, а с противоположной стандартной. Ничего подобного. Здесь с одной стороны и цветонос с пилоричными орхидеями, и цветонос со стандартными орхидеями. Вот как хотите, так и понимайте. Вот эту красоту, как хотите, так и принимайте. И я уже столько времени смотрю и думаю, ну вот надо уже пересаживать, надо. Пересаживать буду перевалкой. Там уже такой ком, что обсыпется, то обсыпется. У нее постоянно рост корней, рост листьев, цветение. Это бесконечная история орхидеи Монтрё. И ждать, что она будет в каком-то состоянии покоя, ну, это лучше не ждать, лучше действовать. Я даже предприняла попытки. На пилоричном цветоносе намазала почки. Давным-давно. Уже, наверное, больше, чем год, чем полтора. Ну и, как вы видите, ничего из этого не вышло. Я думала, сейчас сниму стрекозку. Я думала, ну вот, промажу пилоричный цветонос этот, вот он, вот этот. Она, видите, на нем разбудила все почки, и цветет, цветет. И думаю, ну будет детка, и, возможно, детка зацветет полностью пилорично. Ну, не хочет она деток делать, или я не умею их делать. Я вижу вот такое вот что-то здесь непонятное. Видите? И не цветонос, и не детка. И все это в замершем состоянии, вот такое вот. И ни в цветочки не идет, и ни в детку не идет. Вот такая вот история с моей орхидеей. Я сейчас ее полила, поэтому с вами разговариваю, чтобы веломен немножечко, он уже позеленел, чтобы корни стали эластичные. Вот так вот. Во что я буду ее пересаживать? Она у меня сидела в кашпо и в обычном 12 горшке. Сейчас у меня возникла дилемма, во что посадить. Ну вот у меня такой есть горшочек двойной. Она любит повлажнее. И вот у меня от какой-то орхидеи, которая даже заливалась Максимом, видите, артез стал такой с розовым отливом. Но это было очень давно. Горшочки помыты с доместосом. Орхидеи этой уже нет, наверное. А может, где-то и есть.
Я вам не скажу. Может, я кого-то и спасла. Я вообще не помню, кто здесь жил. В общем, горшочек сохранился. Здесь я делала, видимо, очень орхидея вела себя подозрительно. И я даже делала вот такие вот по низу горшка дренажные отверстия. Ну, посмотрим, как будет мантрёха себя чувствовать в этом горшке. Видите, как она уже нету места в горшочке, она уже пошла растить воздушные корни. Но я вам скажу так, это даже не из-за того, что прям там нету места в горшке. Это нормальный процесс. Корни орхидеи, они и для того, чтобы отправляться на поиски влаги, и для того, чтобы закрепиться. Она немножко нагинается, как и большинство орхидей. Это у них, сказать, в крови. Они любят ампельно расти. Вот так. Поэтому у них есть угол наклона. И в основном, конечно же, в сторону света. Как бы вы ее ни крутили, ни выравнивали, на фаленопсисов это не всегда действует. Можно это пробовать, но вот, знаете, вот симподиальные орхидеи, они охотнее и быстрее отзываются на вот эти все повороты. Моноподиальные не очень. Не очень они отзываются. Крути, не крути, а как она наклонялась, так она и будет наклоняться. Кто-то мне напишет, нет, есть у них примеры, например, когда все-таки она выровнялась, орхидея. Значит, в принципе, я не права, возможно. Возможно. Напишите свои примеры в комментариях. Смогли ли вы выровнять вот такую вот ампельно свисающую из горшка орхидею, выровнять ее, чтобы она стала, как вам нравится, вертикально торчать из горшка. У меня, честно вам скажу, конкретно вот это не получилось выровнять. Она все равно занимала вот такую вот позицию, и они очень часто начинают крутить лист. Новый лист, новая пластина начинает поворачиваться к источнику света. И у меня такое вот с Кариной. Карину я крутила, и у нее листья уже отцветает. Вот, вот так, в разные стороны. Я потом перестала ее крутить. Ой, надо это снять, доращивает цветонос. Я ее перестала крутить и говорю, расти как хочешь. Вот сейчас я ее, в принципе, поставила вот так. Источник света искусственный сверху. Ну, посмотрим. Но пока она так и не выровнялась уже за много месяцев. Хотя растет уже новая здесь пара листьев. Ну, давайте попробуем. Вот так вот подергаем. Не отдает. Ну да и ладно. Ой, красота, красота. Красота. Доцветают уже орхидеи, доцветают. Димоша, поздоровайся со всеми. А то ты только галдишь на видео. Скажи привет. Я желтый комочек веселый. Иди полетай. Открою. Если захочет, но потом вылетит. Но потом буду ее наблюдать, чтобы она не погрызла орхидеи. Главное не забыть. То я бывает забываю, она потом начинает баловаться. Так, сейчас буду, девочки, доставать ей эту красоту. Здесь еще ситуация с проросшими корнями. Надо здесь горшочек стричь. Ну, в принципе, здесь не такое уж большое количество этих корней. Так, обминаем. Обминаем. Чтобы прям сильно перейматися. Поэтому я их состригу. Надеюсь, ни у кого не будет обморока. Я их просто состригу, чтобы они не мешали выйти. Потому что здесь просто перетяжки. Уже в этих краешках корней смысла никакого нет. Видите, они даже дальше не растут. Вот так я сделаю. Ничего страшного. Так.
Вы думаете, мне это поможет ее оттуда вытянуть? Она там ризоидами, ох, как прицепилась. Корней у нее уйма просто. Ну, какое-то движение началось в горшке. Главное не тянуть за саму орхидею, а вот как бы ей немножечко вот так обминать и выдавливать. Вот, покачивать. Можно так покачать, и она выйдет. Так, ну вот здесь немножко корешок застрял. Сейчас вот так вот аккуратненько. Корень, когда проходит сквозь отверстие, он потом утолщается, выйдя наружу. И получается, что ничего не получается. Видите, яка халепа. Сейчас я его протолкну. Ну, он не хочет. Не, протолкнула. Так, ну вот такая вот красота. Естественно, есть корни, которые уже требуют того, чтобы их убрать. Это кончики сухие. Убираем сухие кончики, не дорезая до живой ткани. Так, в общем, надо все просмотреть, все проверить. Что обсыпется, то обсыпется. Все остальное отправим. Что там с торфяным стаканом? Я его нащупала. Я сейчас покажу вам фрагменты. Вот. Сказать, что он ей мешал, не могу сказать. Там очень даже все неплохо. Боже, сколько я раз себе говорила, ну все, давай, начинай пересадку этой прекрасной орхидеи. И что-то меня останавливало меня. Так, я все достала. В принципе, я уже не ощущаю торфяного стакана, но где-то там под шеей он. Меня останавливало то, что она без конца росла и цвела. Вот так вот. Видите, есть растущие корешки. Это хороший знак. Тут водоросли. Так, надо здесь только убрать краешки сухих корней. Есть корни, которые идут, виламен высохший, потом нормальный живой корень. Возник вопрос в Фейсбуке, в группе, девочки там обсуждали, работает ли корень, который имеет частично по ходу роста вот от шеи вот так вот сухой виламен. Вы все это замечали, когда на сухом воздухе в горшке хороший корень, и этот же корень на поверхности субстрата, так, я уберу сухие корни, он, девочки, мне не нравится этот секатор, я его взяла, сейчас возьму другой. На поверхности субстрата он высохший. И работает ли этот корень? Ну, понятно, что корень это не то, что мы с вами видим, это как бы оболочка корня. Внутри, вы все знаете, тяж так называемый, такая тоненькая ниточка, проволочка, да вот, в принципе, вот она. Вот видите, сошел с нее виламен, испортился виламен. Со временем бывает такое, корень живет около 2 лет, может там 2,5 года максимум. И виламен разрушается в силу обстоятельств и причин, и в силу своей недолговечности. И остается корень. Вот это и есть корень. А виламин это клетки, которые запасают в себе влагу. Так, главное лишнее не отрезать. Питание. В общем, они из окружающей среды, клетки виламена, поглощают влагу, поглощают минеральные вещества. И потом это все достается корню. Будет ли транспортировка? Вопрос. По этому сухому виламену питательных веществ к самой орхидее. То есть вот здесь корень сухой,
дальше он живой. Я вам скажу так, веломен только запасает, он ничего не транспортирует. Транспортирует вот этот вот корень. То есть корень получает от веломена, то есть получается так, что в этой области, где сухой веломен, корень находится в дефиците, да, питания и влаги, но ниже по ходу роста корня веломен живой есть, который запасает и откуда корень получает. Так что я не думаю, что нужно брать. И вот такой корень, который от шеи сухой, а в горшке, в вазоне, в коре живой, как бы с хорошим веломеном, не стоит брать его и отрезать. Я вот сейчас отрезаю только корни, которые полностью сухие на всей протяженности. Вот видите, они есть обожженные удобрениями. И тут не поймешь, либо удобрение, либо время. И то, и то. Так, ну, распутывать я ничего не буду. Там идти под кран, мыть, распутывать вот это все. Тут, знаете, тут уже и коры толком не осталось. Она, конечно, есть. Еще достаточно плотная. Но я считаю, что что-то тут тормошить, требушить не стоит. Так, сейчас обрызгаю вот эту часть корней, которая идет не в субстрат, а в воздухе. А, еще насчет вот этих листиков. Нужно ли их снимать? Возможно, они могут начать гнить. Но вы знаете, я не всегда это делаю. Если не заглублять орхидею прям вот по самые, она уже несколько лет жила с ними, и достаточно вот кора высоко, и ничего не случилось, потому что именно этот фаленопсис, имея большое количество листьев, и находясь на подоконнике на солнечной стороне в притенении, он имеет возможность хорошо очень испарять получаемую влагу. Даже если я его хорошенько полью, я ставлю воду в кашпо, ничего не произошло с этими листиками, которым уже очень много лет. Потом, когда орхидее понадобится, она их засушит, то есть заберет из них питание. Либо они просто, это тоже насчет питания, тоже теория неподтвержденная, что именно орхидея каким-то образом перераспределяет питание из старых листьев в новые. Хотя мы с вами это наблюдаем, что начинает желтеть нижний лист, например, правильно, как мы говорим, от конца к основанию, в тот момент, когда начинается какой-то ростовой процесс либо листьев, либо корней. Все руки в коре. И как бы мы на это смотрим, и нам кажется, что лист отдает свое питание. Но научно не доказано, что так происходит. Возможно, да. Возможно, да. Но у нас же, в принципе, да, если сравнить так грубо, наши волосы, если начинают, у нас как бы есть срок службы, срок жизни нашего волоса, да, и вот если у нас начали падать волосы, это не значит, что это потому, что у нас начали расти новые, и наши старые волосы отдают питание новым волосам. Ну, вот приблизительно так. Так. Ну, вы поняли мой месседж. Единственное, что я сейчас хочу посмотреть, как вообще это будет выглядеть в новой посадке. А, я еще не побрызгала корни. Сейчас начну их туда заглублять. Ну, в принципе, они здесь сильно... О, замечательно, замечательно. Да, вот эти листья, как бы они мешают, но они мне, в принципе, не мешают. Она вот так станет, видите, и я обложу ее кусочками. Ой, девочки, чуть не оторвала бутоны. Кусочками крупной коры. Я не буду туда добавлять мох. Там есть мох, который сам растет, поэтому вот так. И эти листья, они вот они на поверхности. Мочить я их не буду. Слушайте, она шикарно стала. Надо ничего выравнивать, только надо будет поймать момент. Вот. Вот так вот. Давай. Раз. Заправила я его, чтобы он шел в горшок. Поймать момент, когда вот эти корни, чтобы они пошли вовнутрь.
А у них направление, видите, какое. Ну, может быть, они сами захотят и сами пойдут в горшек. Не знаю. О, я считаю, что вообще шикардос получилось. Да, Монтрёха? Шикардос. Так, где моя крупная кора? У меня здесь есть галтованная кора. Прям вот такие куски огромные. Огромные куски. Но я думаю, что эти куски, они больше подойдут для закрытой системы. Видите, не слишком большие. Для какой-нибудь вазы. Поэтому сейчас я отправлюсь в свой подвальчик, в свою кладовочку и возьму там, ну тут даже мох есть, вот такие кусочки среднего размера. Намою их и просто буду по краю вот так вот обкладывать орхидею вот такими кусочками. Видите, какая ленивая пересадка. Вот так. Вот. Я, кстати, девочки, вчера свой агрегатум пересадила. Ой, увидела рост. Агрегатум — это дендробиум линдли, который я с Дрездена привезла. Увидела, что у него прям в горшок пошел рост. Вот я его в такой горшок пересадила. И вы представляете, я же во имя спасения этого роста все силы бросила на его аккуратную пересадку. И что вы думаете? Ну, перевалкой. Пересадка перевалкой. Я сломала. Я сломала этот рост, во имя которого все и началось. Вся затея с пересадкой в более большой горшок, чтобы спасти рост. Так, все, я иду за корой, моя кора закончилась. Пошла за корой, сейчас мою. Жорка за мной вышла. Жора! Жор! Обиделся на меня, подошел к лифту. Типа, поехали уже. Я говорю, нет, мы никуда не едем. Сейчас, девочки, промою хорошенько. Ты где там? Жора! Обиделся. Не хочет ко мне идти. Не хочет со мной разговаривать. Я ее хорошенько промываю. Так пахнет лесом. Вообще супер. Некоторые коринки режу. Ну, сейчас я выберу, какие мне надо. Тут нормальная фракция. Надеюсь, ей понравится. Ну что, ты пришел? Мы попозже пойдем погуляем. Обиделся. Так, продолжаем. Осталось совсем чуть-чуть. Совсем немного. Так. Я думаю, там ей будет очень воздушно и замечательно. Корням нравится, когда есть карманы, когда есть доступ воздуха. Так, не очень коринка. Вот с цветоносом, конечно, еще тот квест пересаживать. Я вам скажу, я не помню эту орхидею без цветоноса. Вообще не помню. Она постоянно цветет. Постоянно. Это какой-то, я не знаю, может быть, это мечта Архамана, постоянно цветущая орхидея. Ну вот уже, знаете, как, уже начинаешь не обращать на нее внимания. Просто те орхидеи, которые, например, давно не цвели, и тут она расцветает, и ты такой ждешь, там бутончики рассматриваешь, там, например, не цвела, там один сезон пропустила, и ты в таком ожидании. Здесь такого нет. Здесь постоянное цветение, бесконечное. Возможно, кто-то бы сказал, можно сделать фитиль. Но я буду поливать проливом. И потом посмотрю, если ей не будет хватать в этих крупных кусочках коры влаги. Хотя там внутри у нее очень даже... Так, немножко давайте вовнутрь идите. Очень даже мелкая кора орхиата. Но ее там немного. Мне кажется, что она там уже вся разложилась. Там, знаете, там ком из камней. И как таковой коры там толком и нет. Так, я вот этот корень уже замучила. Пихаю кору, я уже его поранила. Ну все, вот так зафиксирую.
Так, как говорит доктор Комаровский, фиксирую внимание. Фиксирую ваше внимание. Так, кто любит пересадки? Многие блогеры говорят, да, ну что там показывать, это пересадки, людям не интересно. Есть зрители, которым интересна тема пересадок. Девочки, напишите в комментариях, кому интересна тема пересадок. Так, ну шутся. Это мне не нравится, я хочу кругленькие. Тут уже ерунда какая-то пошла. Многие коринки, знаете, такие, как тоненькие. Здесь хорошо можно будет душем проливать ком в лето, да, в жару, ну не попадая в розетку, так вот с краешку, чтобы соли смывать. Вот в закрытой системе так и не поизощряешься. Хотя, кстати, я видела вот так вариант, вот, например, закрытая система, орхидея, да, посажена в закрытую систему, как промыть. Девочки делают в горшках, прям вот в таких, ну, в любых, вот в таких. Вот на этом уровне делают здесь отверстие паяльником. И потом я даже на какой-то орхидее, кому-то я делала. И вот где-то сантиметра 3-4 выше от основания. То есть, когда вы добавляете воду, она здесь внизу, но здесь дышит орхидея. Я в таких горшках не сверлила дырки. Это я в стаканчиках понаделала. Так вот, и вы потом можете промывать. То есть вы душем льете, и из этих отверстий вода вытекает. Это я что-то сильно поназаливала, видите, манка. Может быть, вот как раз таки ей и нужно сделать отверстие, либо ее... Тут цветонос у меня, я его так держу коринкой. Красота. Все цветет и цветет. И у вас будет выливаться из этих дырочек водичка лишняя. И потом можно слить. Вот такая хитрость есть для закрытой системы. Ну, может быть, это уже не будет называться закрытая система, да? Хотя почему нет? Такая модернизированная закрытая система. Так, ну что, не будем больше еще? Больше коринок туда сверху положим вот так вот. Ну, я считаю, нормально. Очень даже достойно. Бомс. И чтобы дышала, здесь можно, как я делаю, вот так коринку беру, подставляю между горшочками, и тогда идет циркуляция воздуха. Все, красота. Только здесь уже не красота. Здесь надо будет сейчас наводить порядки. Ну, горшочек может где-то пригодиться. Не знаю, у меня так парочку насобиралась. Они потом катасетумы можно пересаживать. Малышей. Вот, наконец-то до тебя дошли руки. Наконец-то. Ну, единственное, надо будет следить, девочки, вот за этой корневой, которая вот не знаю, куда соберется. Может, соберется в горшок. Ну, что-то мне подсказывает, что нет. И мне кажется, что я немножечко ее как бы ровнее посадила. Ой, кстати, сегодня извлекла из одного лимона сок. И сейчас у меня замораживается формочки для кубиков льда по одной чайной ложечке, вот такие порции лимонного сока. И потом на литр один этот кубик на литр воды бросаешь, растворяешь, и можно протирать листики, брызгать и также поливать. В общем, сейчас пойду посмотрю, как там заморозилось, не заморозилось. И может быть ей даже, ну надо повытирать листики. Так, все, друзья мои, вот такая вот красотка у нас сегодня героиня нашего видео. Наконец-то приобрела свой дом и будет у меня жить вот здесь, на подоконнике. Но только теперь, учитывая то, что горшочек стал повыше, всем остальным придется... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это ж мой красавец. Что вы знаете. Он все растет и растет. Остальным придется немножечко потесниться.
Особенно вот этому красавцу. Я его, кстати, давно не пересаживала. У него там масса корней, но у него большой вазон. Вот это кто. Сейчас я вам так его от света покажу. Я вам его всегда показываю. Часто, не всегда, а часто. Это сезам, да? Красавчик. Вау. В общем, сейчас придется его немножечко потеснить. Но, надеюсь, он уже не будет доращивать. Смотрите, сколько он дорастил бутонов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это после первой волны цветения, не скинув ни одного цветочка, дорастил это вот еще 6 бутонов. У него уже выцвел горшок, полный горшок корней. Вот такая вот у него большая листовая масса. Вообще умничка, умничка. Они тут два соседа. Два соседа. И возле них максилярия теперь соседствует. Я все жду, когда она нарастит бульбочек. Я хочу это цветение максилярии с ароматом кокоса. Очень хочу. Может, разочаруюсь, но пока хочу. Ванды сегодня повыливала. Оставила, они у меня больше суток с водой стояли. Ну, там воды было где-то вот так. Я уже переживаю, чтобы там корни не начали гнить. Ну, думаю, что все обойдется. Они, кстати, когда их замачиваешь вот так вот на сутки в воде, но не полностью, а там половину или четверть, они напиваются хорошенько, и свет им, и они лучше растут. Вот сейчас у них прям такой прирост хороший по листьям и по корням. Ну, весна, и плюс увеличился. Надо, девочки, открывать уже. Солнышко уже ушло. Майка моя. Моя Майя. Вот так. Было у меня когда-то желание ее продать. И я сказала об этом. Мне написали там ребята. Все, Таня, если что, мы у вас ее приобретем. И мне сразу стало жалко. Ну как можно расстаться с такой красавицей? Вы что? Сразу стало жалко. Не, ну если бы у меня была бабочка, а я ж таки не купила бабочку, то я бы, конечно же, если бы у меня вторая была и хорошо росла именно в бабочке, в мутации, я бы, конечно, с этой рассталась, потому что это достаточно крупная орхидея, и иметь две такие, ну, много места занимает. Но пока у меня нет бабочки. В общем, ребята, когда у меня появится моя бабочка, тогда это я ребятам з Львова кажу. О, витание передаю у Львив. То я тогда, если еще для вас это будет актуально, тогда я с вами поговорю на эту тему. Все, друзья мои, всем всего самого наилучшего. Вот, кстати, у меня сегодня я развернула к себе личиком красавца Хатуюки Пинк, розовый Хатуюки. Посмотрела, у него что-то листики подзавяли, я его быстренько давай поливать. И вот это полила, вот он в плагроне. Видите, в плагроне растет у меня. И вот этот цветонос в плагроне вырос. Для тех, кто сомневается, что орхидеи в плагроне цветут. Ну вот, Хатуюки цветет. Это его первое цветение в плагроне. Может быть, он еще на старых запасах. А вот Хатуюки, которая беленькая, обычная, рядышком с ним. Она в мхе и коре. Вот ее тоже цветонос. Хатуюки, я заметила, у меня цветут 2 раза в год. И вот сейчас ровно тот период, июнь, май-июнь, вот когда цветение моих Хатуюки. В общем, жду. И там еще третья, точно такая же белая, тоже с цветоносом. В общем, скоро будем с вами смотреть на 3 цветущие Хатуюки. Ну, а пока всех обнимаю. Всем мира и добра. Жду вас в комментариях. Ура! У нас новый дом. Свершилось! Ой, я аж охрипла. Свершилось! Так бывает. Собираешься, и наконец-то и соберешься. Девочки. Кому, вот напишите, вот
Вот так вам больше нравится? Тюльпанчиком мантрю или вот стандартиком? Вот я так смотрю, и мне кажется, что вот это как бы интересно. И если было много, да, было бы красиво. Но это тоже классно, когда просто стандарт. Очень такая правильная форма цветка, глубокий винный цвет. Замечательно. Видите, она хотела тут что-то на этом цветоносе изобразить, но не случилось. Прям интересно за ней наблюдать, как она будет дальше открывать свои бутончики. Но я думаю, что здесь будут стандарты. Ну, вообще интересно, когда она цветет на этих цветоносах, и когда она даст новые, что она изобразит и какой будет процент пилориков. Но этот, вот видите, этот цветонос был полностью пилоричный, цветение я срезала, это почки разбуженные. Разбуженные почки. Тут вообще на этом ответвлении она дала только один цветочек. Видите, это вот такой вот интересный пилор. Мог бы быть и бабочкой, видите, ну пилорчик. И очень-очень долго держит свое цветение. Все, всех обнимаю, всем мирного дня, хорошего настроения. Вау, да, цвет, просто вау.